От пациентки. Можно рентген, второе мнение? Очень нужно. Я не хожу. А тут переломы. Нужно уточнить количество и качество переломов. Консультативное заключение по представленным рентгенограммам пациентки 1961 года рождения, дата исследования 12 июля 2024 года. Область исследования – левая стопа. На исследовании левой стопы определяется перелом основной фаланги второго пальца со смещением отломков, края линии перелома склерозированы, нельзя исключить формирование ложного сустава. Определяется застарелый, консолидированный перелом пятой плюсневой кости со смещением отломков. В остальном костно-травматические изменения достоверно не определяются. Кости пальцев плюсные и предплюсны, без деструктивных явлений. Суставы плюсные и предплюсны конгруентны, без признаков подвывиха. Выраженный субхондральный склероз суставных поверхностей костей стопы с формированием субхондральных эрозий, краевых остеофитов до 3 мм, суставные щели мелких суставов стопы неравномерно сужены. Явление остеопороза. Заключение. Рентген. Картина неконсолидированного перелома основной фаланги второго пальца. Нельзя исключить формирование ложного сустава. Явление артроза мелких суставов левой стопы третьей степени, остеопороза. Рекомендовано. КТ. Консультация травматолога. 14 июля 2024 года нашей эры. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть перелом второго пальца. По всей видимости, он существует давно. Признаков сращения его нет. Есть признаки формирования ложного сустава в месте перелома. Для уточнения этого имеет смысл сделать КТ. Также есть старый, консолидированный перелом пятой плюсневой кости, но он значения не имеет. В суставах стопы артроз, также есть остеопороз. Вам нужна консультация травматолога.